Южный океан редко балует кого-либо мягким приемом. Здесь постоянные ветра, ледяные дожди и каменные берега, об которые разбиваются волны, словно ярость природы материализовалась в воде. И именно сюда, в это суровое безмолвие, в конце 19 столетия прибыло нечто, что казалось абсолютно неуместным в этих краях – домашние овцы. Несколько сотен животных сошли на берег бесплодного острова, где не было ни деревьев, ни пастбищ, ни укрытий. Их просто высадили на сушу, оставили и уехали. Ни загона, ни пастуха, ни даже уверенности в том, что они переживут первый шторм. Этот поступок не был безумным жестом жестокости или забывчивости. За ним стояла человеческая логика, а вернее отчаянная попытка извлечь выгоду из земли, которую никто больше не хотел. Остров считался пустым и ненужным. Он не имел постоянного населения, был удален от торговых путей и использовался разве что охотниками на тюленей, да и то временно. Однако закон позволял арендовать такие земли под сельское хозяйство. И вот один предприимчивый фермер, надеясь на легкую прибыль, принял решение, пусть природа сама позаботится о его стаде. Он рассчитывал, что овцы приспособятся, начнут плодиться, и остров станет естественной фермой без затрат. А шерсть этих животных, и особая, плотная и длинноволокнистая, станет источником стабильного дохода. Все, что нужно было сделать, запустить процесс и подождать. Он не учел лишь одного. Это были не дикие животные, а домашние существа, выведенные человеком. Их существование зависело от стрижки, ухода, защиты и регулярного кормления. Без человека они становились уязвимыми, практически беспомощными. Тем не менее, стадо оставили. Люди уехали, и на острове осталась тишина, прерываемая только звоном ветра и редким блеянием. Поначалу казалось, что овцы обречены. И действительно, многие из них погибли в первые месяцы. Они не знали, где искать пищу, не могли спрятаться от непогоды и легко травмировались на острых камнях. Но спустя время произошло нечто странное. Некоторые животные начали вести себя иначе. Они искали укрытие среди скал, рылись в мху, лизали камни в поисках влаги, перемещались маленькими группами, как стада в дикой природе. На этом бесплодном острове начиналась новая глава выживания. Когда первый корабль с овцами покинул остров, никто не думал возвращаться. Проект был запущен, и оставалось только ждать. Люди верили, что все пойдет по плану, животные выживут, шерсть накопится, и вскоре прибыли превзойдут все ожидания. Но реальность быстро дала понять, насколько ошибочны были эти расчеты. Сам остров, казавшийся пригодным для скотоводства, оказался коварным. Никаких плодородных лугов, лишь скалистые возвышения, колючие кусты и мхи, за которые приходилось бороться даже выносливым птицам. Температура здесь почти не поднималась выше 40 по Фаренгейту даже летом. Дожди могли идти неделями, а туманы съедали видимость так, что даже опытный моряк мог сбиться с курса. Почва была бедной, а ветер дул с такой силой, что сбивал с ног. Все это делало любые попытки ведения хозяйства почти невозможными. Те немногие рабочие, что остались на острове для строительства базовой инфраструктуры, быстро поняли, что выживание здесь не фигура речи, а ежедневный вызов. Из-за отсутствия регулярного снабжения на остров нельзя было доставить достаточное количество корма. Поэтому овцы были вынуждены есть то, что находили. Проблема в том, что местные растения эволюционировали в условиях изоляции и не были готовы к массовому поеданию. Они росли медленно, многие виды были уникальными и не приспособлены к поеданию копытными. Овцы начали уничтожать флору, существовавшую тут веками. Никто тогда еще не осознавал масштабов экологического ущерба. Постепенно становилось ясно, что эксперимент буксует, прибыль не приходила. Содержать работников становилось невыгодно, а логистика съедала все доходы. Экономический кризис 20-х годов окончательно добил проект. В начале 30-х хозяйство закрыли. Рабочих вывезли, а овец оставили. Не потому, что так было запланировано, а потому, что не было другого выхода. Их просто некуда было деть. Они стали живым балластом, от которого избавились в надежде, что он исчезнет сам по себе. Так началась их изоляция, полная, абсолютная и, казалось, фатальная. Но жизнь на этом острове готовила собственный ответ. Первую зиму пережили далеко не все. Сотни овец погибли от холода, истощения и травм. Они не умели искать укрытие, не знали, где прятаться от ветра и как различать съедобные растения. Их шерсть, которую никто не стриг, начала спутываться в тяжелые свалявшиеся массы, мешающие передвижению. Казалось, что смерть будет тотальной. Но спустя несколько лет ученые, случайно оказавшиеся неподалеку, заметили нечто странное. На склонах по-прежнему бродили овцы. Те, кто выжил, были уже другими. Это было первое чудо. Естественный отбор, который начался мгновенно. Самые слабые ушли первыми. Остались лишь те, кто на уровне инстинктов смог приспособиться. Их было немного, но они дали потомство.
Остров, лишенный паразитов и хищников, предоставил им безопасную площадку для адаптации. Паразиты не выживали на скалистом ветру, хищников просто не было. И это создало уникальные условия, жесткие, но односторонние. Те, кто рождался слабым, погибал. Те, кто не умел ходить через несколько минут после рождения, не доживал до следующего дня. Эти условия быстро отсеивали все ненужное. С каждым поколением стадо становилось крепче, агрессивнее и, главное, самостоятельнее. Овцы начинали питаться тем, что раньше не воспринимали как еду – лишайниками, морскими водорослями, корой. Они разрывали землю, выкапывали корни, лизали соленые камни. Эволюция не всегда требует тысячелетий. Иногда достаточно пары десятилетий и абсолютной изоляции. Этот остров стал лабораторией, где природа начала переписывать генетический код прямо на глазах. Только никто еще об этом не знал, а между тем стадо продолжало меняться. И следующие проявления этих изменений оказались еще более странными. Спустя 30 лет после эвакуации людей на остров высадилась небольшая научная группа. Ученые ожидали найти лишь останки и заросшие руины, но вместо этого они столкнулись с явлением, которое сначала вызвало недоумение, а затем тревогу. По склонам двигались овцы, молчаливые, стройные, с настороженными взглядами. Их поведение не укладывалось в привычные рамки, они не бросались в рассыпную, не реагировали на человеческий голос. Не шли за людьми, как это делают все домашние овцы, выросшие с детства среди людей. Эти животные смотрели с опаской, но без паники. Их движения были точными, слаженными. Они передвигались с поразительной координацией, словно подчиняясь невидимым сигналам. Казалось, что это решало, что перед учеными не одомашненные овцы, а нечто дикое, и это не было иллюзией. Первые попытки покормить их закончились неловко. Животные не распознали предложенное сено. Они начали его рвать, разбрасывать, совать морды в траву так, будто искали что-то внутри. Ученые заметили, овцы не понимают, что пища может быть уже готовой. Они не ели, они добывали. Это была не привычка, а новый механизм восприятия. Их тела тоже изменились. Шея стала длиннее, голова держалась выше, ноги крепче и стройнее. Шерсть устендуе. Спутанной, грубой, местами облезлой, но не мешающей передвижению. Возникало ощущение, что животные сбросили лишнее и оставили лишь то, что нужно для выживания. Но еще больше пугало поведение. Это были существа, лишенные памяти о человеке. Как будто между ними и фермой, откуда они когда-то прибыли, пролегла не пропасть, а целая эпоха. Но дальше происходило нечто еще более тревожное. Овцы, оставшиеся без стрижки, по всем законам должны были погибнуть от собственной шерсти. У домашних пород волосяной покров не сбрасывается естественно, и без вмешательства человека он продолжает расти, пока не становится смертельной нагрузкой. Однако на острове этого не произошло. Почему? Ответ оказался не менее удивительным, чем сама история выживания. Ученые обнаружили, что шерсть этих овец больше не росла бесконтрольно, она выпадала. Не полностью, но частично и регулярно. Ветки, камни, кусты – все это действовало как естественные расчески. А шерсть, утраченная таким образом, не мешала животным двигаться, бегать и пастись. У некоторых особей шерсть была особенно короткой и плотной, почти как у диких коз. У других – лохматой, но не спутанной. Такое поведение шерсти было зафиксировано впервые. Кроме того, изменился ее состав. Анализы показали, что структура волокна стала плотнее, грубее, но и устойчивее к влаге. Это делало ее скорее броней, чем утеплителем. В холодные дни шерсть не пропускала ветер, а в дождь отводила воду. Овцы не нуждались в укрытиях. Они просто вставали спиной к порывам и продолжали пастись. Как будто шерсть стала частью их стратегии выживания. Этот естественный перезапуск генетики шерсти вызвал бурю обсуждений. Ученые спорили, идет ли речь об ускоренной эволюции или о пробуждении древних утраченных механизмов. Но в любом случае было ясно, без участия человека природа сама нашла способ адаптировать животных к экстремальным условиям. А затем стало ясно, что менялась не только шерсть, но и сами роды. Способ, которым овцы приводили потомство, оказался пугающе эффективным. На материке овцы рожают под наблюдением. Фермеры следят за беременными самками, обеспечивают укрытие, вмешиваются при осложнениях и часто помогают новорожденным сделать первые шаги. Но на острове не было ни укрытий, ни людей. Здесь роды стали испытанием, которое не терпело слабости. И овцы начали меняться. Ученые впервые заметили это при наблюдении за стадом. Одна из самок рожала прямо на склоне под пронизывающим ветром, без малейших признаков боли или страха. Она просто стояла и слегка покачивалась, в то время как из нее выходил ягненок. Ни укрытия, ни помощи, ни даже попытки спрятаться. Все происходило в открытом пространстве, среди камней и травы. Новорожденный упал в траву и спустя всего несколько секунд начал шевелиться. Через пару минут он поднялся на ноги, еще через минуту сделал шаг.
Это не было чудом, это была необходимость. На этом острове выживание зависело от скорости. Кто не встал, не пошел. Кто не пошел, замерз. Это были не роды, это был отбор в прямом эфире. Ягнята, которые рождались слабыми, не имели шансов. Их не согревали, не поднимали, не кормили. Природа вычеркивала их за считанные часы. Но те, кто выживал, становились частью самого крепкого поколения в истории этих животных. Каждая выжившая особь несла в себе гены силы, выносливости и инстинктивной решимости. Для ученых этот процесс стал шоком. Он напоминал жизнь диких копытных, суровых, не прощающих ошибок. Но поразительным было то, что эти овцы происходили от домашних пород, привыкших к комфорту и опеке. Что-то внутри них проснулось, словно древняя программа, активированная экстремальными условиями. Но за этим наблюдением следовало еще одно открытие. Животные, рождающиеся в таких условиях, не просто были крепче, они практически не болели. Главным фактором, позволившим овцам выжить на острове, стала не только их адаптация, но и удивительное отсутствие хищников. Обычно любое животное, оказавшееся без человека в дикой среде, становится легкой добычей. Но этот остров был исключением. Ни волков, ни лис, ни даже крупных птиц, способных охотиться на ягнят. Климатические условия и географическая изоляция сделали невозможным обитание плотоядных. Ветры несли соль с океана, мешая птицам строить гнезда. А суровые условия исключали выживание большинства млекопитающих. Это дало овцам необычайное преимущество. Их потомство могло расти без страха быть съеденным. Но отсутствие внешней угрозы не сделало их слабыми. Напротив, природа сама стала самым беспощадным хищником. Выживали только те, кто рождался крепким, быстро адаптировался и умел питаться в любых условиях. Вместо привычной погони и защиты от врага главной задачей стало постоянное движение и добыча корма. В таких условиях овцы стали почти бесстрашными. Они не прятались, не суетились. Их движения были неторопливыми, но точными. Это поведение вызывало у людей тревогу. Животные казались слишком спокойными, почти машинальными. Как будто осознали, что бояться здесь нечего, и все внимание нужно направить только на выживание. Именно в этой среде начали зарождаться новые повадки. Жесткие, рациональные, отточенные до предела. И следующие наблюдения лишь подтверждали, насколько глубоко зашли эти изменения. Питание стало одной из главных проблем для овец на этом острове. На материке они получают сено, зерно, сбалансированные рационы. Здесь же это мох, кусты, корни и редкие травы, пробивающиеся сквозь камни. В первые годы стадо просто истребляло всю доступную растительность. Но потом, когда легкой еды не осталось, началась адаптация. Овцы начали искать пищу в местах, где раньше ее не искали. Они заползали на скалы, спускались к прибрежным зонам, вырывали корни из земли, отдирали кору с кустарников. Ученые наблюдали, как животные разрывают мох, чтобы добраться до мелких съедобных побегов, и лижут соленые камни для получения минералов. Одно из самых необычных открытий. Привычка некоторых овец спускаться к морю во время отлива и поедать морские водоросли, выброшенные волнами. Это поведение крайне редко для травоядных и говорит о колоссальной пластичности пищевого поведения. У животных не было шаблона, они учились на опыте, пробовали, отбрасывали, запоминали. Такая пластичность – редкость даже среди диких видов. А здесь она проявлялась у животных, которые всего несколько поколений назад были полностью зависимы от человека. Их пищевое поведение стало примером быстрого обучения в экстремальных условиях. Рацион становился все более разнообразным, а организм все более приспособленным к скудной и жесткой пище. Но главное заключалось не в рационе, а в том, что за десятилетия без привычного корма овцы не только не ослабли, они стали выносливее. Их пищеварительная система изменилась, переваривая то, от чего обычный скот погиб бы за считанные дни. И это поведение было не исключением, а нормой. Но самое странное ждало ученых впереди. Овцы всегда считались одним из самых покорных и управляемых видов скота. Их приручили тысячелетия назад, и все это время человек руководил каждым их шагом. Но на этом острове привычные правила сломались. Эти животные отказались подчиняться. Буквально. Они не узнавали команд, не реагировали на человека, не следовали за голосом. Все, что когда-то внушалось через поколение, было стерто. Стадо двигалось как единый организм. Без пастуха, без лидера, но с четким ритмом и маршрутом. Утром они начинали движение, проходили десятки миль в поисках пищи, затем отдыхали в местах с естественной защитой от ветра и снова двигались. Это был не хаос, а новая форма порядка, основанная на природных сигналах, а не на дрессировке. Ученые заметили еще одну деталь. Овцы почти не издавали звуков, ни блияния, ни криков. Молчаливые, сосредоточенные, будто знали, звук может привлечь врага, даже если его давно нет. Это молчание только усиливало впечатление дикой, первобытной дисциплины. Когда им предложили вернуться к привычным условиям, еда, загон, теплый ангар, они отказывались.
Стадо игнорировало корм, не заходило в помещение, обходило человека стороной. Эти овцы не были дикими в привычном смысле, но и домашними их больше нельзя было назвать. То, что человек вдалбливал тысячелетиями, исчезло за десятки лет. Это показало, цивилизация — тонкий налет. Стоит его стереть, и пробуждаются глубинные инстинкты. Но самым жутким оказалось то, как изменились сами тела этих овец. Когда ученые впервые подошли ближе к стаду, они испытали нечто большее, чем удивление. Это был холодок по спине. Овцы выглядели чужими. Вытянутые конечности, высоко посаженные головы, настороженные взгляды. Они двигались иначе. Не суетливо, как обычные, а медленно, с точностью. Их тела стали более угловатыми, мышечными, с плотным костяком. Это были не милые шерстяные комочки, а выносливые, почти беззвучные машины для выживания. Особенно поражала шерсть. Она стала неоднородной, в некоторых местах плотной и короткой, как у диких коз, в других свисала клочьями. На ощупь жесткая, как щетка. Этот новый тип шерсти не предназначался для стрижки. Он защищал от дождя, снега и травм. Его нельзя было использовать для пряжи. Он стал функциональным, а не декоративным. Но главное — взгляд. Эти овцы смотрели на человека не с интересом, не с доверием, а с анализом. Взгляд был тяжелым, как у дикого животного, которое оценивает угрозу. Ученые поняли, перед ними существо, которое ничего не ждет от человека. Ни помощи, ни еды, ни указаний. Оно само по себе. Именно тогда родилась гипотеза. Возможно, это уже не те овцы, которых сюда привезли. Возможно, это что-то новое. Не вид в биологическом смысле, но организм, вырвавшийся из-под контроля. Переходный этап между домашним и диким. Полуформа. Животное будущего. Но когда ученые попытались вмешаться, последствия оказались гораздо более опасными, чем они могли представить. Когда исследовательская группа углубилась в изучение стада, началось то, чего они не ожидали даже в самых смелых гипотезах. Все признаки указывали на происходящее прямо сейчас, эволюцию, запущенную на максимальной скорости. Каждый аспект организма овец говорил о том, что они уже вышли за пределы привычной породы. Первым потрясением стало поведение. При попытке подойти ближе животные выстраивались в плотную линию. Они не разбегались, как обычные овцы, а замерли и смотрели прямо на приближающегося человека. Никакой паники, но и ни капли покорности. Казалось, они оценивают, насколько велика угроза. Это поведение противоречило базовым инстинктам домашних животных. Затем пошли медицинские тесты. Образцы крови, шерсти, тканей показали, что у животных за годы сформировалась повышенная устойчивость к множеству заболеваний, которые раньше косили стада на материке. Практически полное отсутствие кожных паразитов. Организм научился защищаться сам, без вакцин, без антибиотиков, без ветеринаров. Это выглядело как результат жестокого отбора, но его последствия были поразительными. Еще один шок вызвали ягнята. Они поднимались на ноги почти мгновенно. Некоторые через 1 или 2 минуты после рождения. Это был новый стандарт выживания. Такие данные обычно фиксируются у диких животных, живущих в условиях высокой хищнической угрозы. Но на этом острове, где врагов не было, природа все равно навязала ту же жесткость. Ученые поняли, у них на глазах не просто стадо, а биологический эксперимент, который никто не запускал, но который дал феноменальные результаты. Они столкнулись не с фермой и не с катастрофой. Они попали в замкнутую лабораторию эволюции, где животные избавились от всего лишнего. Но именно в этот момент вмешалась новая сила, гораздо более разрушительная. Остров, ставший домом для нового типа овец, в это время привлек внимание не только ученых. Природоохранные организации начали бить тревогу. Флора, когда-то уникальная, восстановившаяся после десятилетий разрушений, снова находилась под угрозой. Обнаружив, что овцы до сих пор обитают на острове, власти решили, это вмешательство, которое надо прекратить. Остров был объявлен охраняемой природной территорией. А значит, никакой хозяйственной деятельности, никакого животноводства. Несмотря на уникальность стада, оно официально считалось нарушающим статус резервации. Начались обсуждения плана по полному удалению всех овец. В переводе на простой язык это означало уничтожение. Ученые протестовали. Они настаивали, что стадо – уникальное генетическое явление, результат естественной селекции в изоляции. Но аргументы не подействовали. Для чиновников это были просто крупные животные, разрушающие восстановившиеся мхи, кустарники и редкие травы. Они видели в овцах угрозу, а не эволюционный прорыв. Было принято решение организовать зачистку территории, формально, ради экологии. Фактически, из-за страха перед тем, что человек больше не контролировал. Ирония была чудовищной. Те, кого когда-то бросили, теперь мешали. Их сначала забыли, потом испугались, а теперь хотели уничтожить. Природа перестала быть удобной, и в дело вновь вступил человек.
С этого момента история перешла в фазу, где каждое действие вело к исчезновению того, что рождалось десятилетиями. И все происходило быстро, почти молча. Зачистка острова началась без лишнего шума, без камер, пресс-релизов или публичных обсуждений. Просто были выделены группы, поставлены задачи и определены сроки. Животные подлежали уничтожению, как нелегальные обитатели охраняемой территории. Это не была охота в классическом смысле, это была методичная ликвидация. Стадо, разбитое на отдельные группы, отслеживали с воздуха и с земли. Использовали ловушки, усыпляющие средства, а в некоторых случаях огнестрельное оружие. Причем процесс не афишировали. Для публики остров оставался закрытым, а все действия велись как работы по восстановлению экосистемы. Первыми исчезли самые открытые участки, затем отдаленные склоны. Сотни овец, которые десятилетиями боролись за выживание, исчезали за часы. Их тела не утилизировали, нам просто оставляли, чтобы природа сама разобралась. Это была ироничная жестокость. Природа, которая создала этих животных, теперь должна их уничтожить. Научное сообщество было разделено. Одни поддерживали зачистку во имя восстановления флоры. Другие видели в стаде не угрозу, а шанс изучить, как быстро может меняться организм под давлением среды. Но решение уже было принято, машина бюрократии набрала ход. Однако даже в этот момент появилось небольшое окно надежды. Кто-то предложил спасти хотя бы часть стада. И тогда началась операция, которая стала еще труднее, чем можно было представить... Следующие месяцы стали самыми мрачными в истории стада. Ежедневно исчезали десятки животных. Их не отлавливали, их устраняли. Под предлогом защиты природы происходило нечто, больше напоминающее зачистку доказательств. Местные власти не хотели огласки, и информация просачивалась только через отдельные научные круги. Тишина, с которой это происходило, была пугающей. Ни статей, ни отчетов. Только сухие упоминания в служебных документах. Ликвидировано столько-то голов. Но каждое число означало конкретное животное, прошедшее через ад выживания только для того, чтобы быть уничтоженным в тишине. И никто не мог этому помешать. Лишь небольшая группа ученых настояла на спасении части особей. Им разрешили собрать ограниченное количество животных, не более нескольких десятков. Но это оказалось сложнее, чем предполагалось. Овцы не подпускали никого. Они были дикими не только телом, но и инстинктами. Любое приближение воспринималось как угроза. Попытки использовать привычные методы не сработали. Пришлось разрабатывать новый подход с минимальным вмешательством, с учетом всех новых повадок. Каждый шаг превращался в борьбу с самой природой, которую раньше так стремились контролировать. И даже когда часть стада удалось изолировать, началась новая проблема. Овцы больше не подходили для жизни вне острова. Они перестали быть домашними. Пойманные овцы не вели себя, как животные, привыкшие к человеку. Они вырывались, кусались, били копытами, пытались вырваться даже из самых крепких загонов. Они не реагировали на еду, воду или голос, их нужно было вести силой или хитростью, но не убеждением. Это была борьба за каждую особь. Некоторых приходилось заманивать по звуку, слабым имитациям ветра или шороха травы. Иногда животные шли на шум, иногда замирали, но в любом случае процесс был непредсказуемым. Овцы не действовали по привычным моделям. Они не доверяли людям и не следовали инстинктам покорности. Доставка на материк стала отдельным кошмаром. Во время погрузки несколько животных в панике бросались на стены загонов, ломали себе ребра, пытались прыгать за борт. Пришлось создавать специальные изоляторы, затемнять помещения, усыплять особо активных особей. Но, несмотря на все трудности, часть животных все же доставили на материк. Ученые с облегчением выдохнули. Казалось, самое страшное позади. Теперь можно будет изучать их, сохранять генетику, создать новый проект. Но по прибытии выяснилось, что все только начинается. Овцы, которых спасли, не хотели быть спасенными. Они не вписывались ни в одну ферму, ни в один научный центр. И это стало началом последнего поворота. На материке спасенных овец ожидали как редких гостей. Их поместили в изолированные загоны, обеспечили едой, водой, медицинским наблюдением. Однако очень быстро стало понятно, это не возвращение домой, это изгнание в чужой мир. Животные вели себя не просто настороженно, они демонстрировали активное неприятие нового окружения. Сотрудники, привыкшие иметь дело с обычным скотом, оказались не готовы. Овцы не поддавались элементарным процедурам. Они вырывались при взятии анализов, не шли на контакт, отказывались от еды, если человек находился рядом. Некоторые особи кусались. Поведение абсолютно не характерное для этого вида. Другие били копытом, вставали в стойку, реагировали на вмешательство агрессией. Даже попытки стричь их заканчивались травмами у персонала.
Приходилось усыплять животных, а затем работать с обездвиженным телом. При этом шерсть вела себя иначе. Она отрастала медленно, сбрасывалась частично и напоминала больше дикий мех, чем привычный сельскохозяйственный материал. На психологическом уровне животные демонстрировали признаки тревожности и стресса. Они не могли адаптироваться к замкнутому пространству, даже если оно было просторным. Постоянно искали выход, игнорировали кормушки, ходили по кругу. Все их поведение кричало об одном, да, они были вырваны из среды, которую считали единственно возможной. У специалистов не оставалось сомнений, эти овцы не могли вернуться к жизни, которую вели их предки. Они не воспринимали людей как партнеров. Для них человек был фактором тревоги, объектом недоверия. Это был не скот, а дикий зверь в теле домашнего животного. И когда начались первые попытки разведения, стало ясно, сложностей будет еще больше, чем ожидали. Ученые, работающие с овцами, сразу приняли решение сохранить их как отдельную линию. Ни скрещиваний с другими породами, ни попыток улучшить породу. Эти животные были уникальными именно потому, что стали результатом изоляции, а не селекции. Их нужно было сохранить такими, какие они есть. Анализ генетического материала подтвердил, это действительно обособленная ветвь. У овец появились новые аллели, связанные с выносливостью, устойчивостью к болезням и даже измененной структурой шерсти. Иммунная система была вдвое активнее по сравнению с обычными породами. Поведенческие паттерны напоминали диких травоядных, а не скот. Самое поразительное заключалось в том, что эти изменения произошли за несколько десятков лет. Для эволюции это миг, но именно из-за изоляции, суровых условий и тотального отбора процесс ускорился. Некоторые специалисты начали называть их новой популяцией, почти видом. Официально это все еще овцы. Но по факту уже нет. Разведение шло медленно. Самки не подпускали самцов под контролем человека. Ягнята рождались редко, но были на удивление крепкими. Они повторяли поведение взрослых. Молчаливость, осторожность, повышенную активность в ночное время. Гены передавались без отклонений. Природа уже сделала отбор. Осталось только не вмешиваться. Публикации в научных журналах вызвали интерес. Некоторые ученые приезжали лично, посмотреть на овец будущего. Но внимание привлекло не только наука. И вскоре это стало фатальной ошибкой,